Конец октября 2015-го. В 5-й городской клинической больнице моего города умер Михаил Пищевский, гей, которому нанесли увечья, несовместимые с жизнью, просто за то, что он гей. Михаил попал в реанимацию еще в мае 2014-го. Перелом черепа. Ему удалили около 20% головного мозга вследствие кровоизлияния. А человек, избивший Михаила, Дмитрий Лукашевич, выпускник физкультурного вуза, заявивший в суде, что нанес первый удар, испугавшись человека, в адрес которого он только что выкрикивал слово «пидорас», вышел по амнистии в начале октября 2015-го. Таким образом, фактически отсидев за это убийство на почве сексуальной ориентации меньше года. Случаи прямых угроз и избиений на почве ненависти к людям с нетрадиционной ориентацией в реальной жизни далеко не редкость для стран СНГ. Прострелили мне глаз. Просто вешать, сжигать. Их нужно давить прямо, как говорится. Людей, открыто говорящих о своей ориентации, увольняют с их должностей, их преследуют и угрожают расправой. Практически все лесбиянки, геи и бисексуалы сталкиваются с оскорблениями и нападками. По данным опросов 2013 года, больше 85% россиян сообщили, что гомосексуальность неприемлема в их обществе. Из них 27% опрошенных сказали, что этих людей нужно принудительно лечить. 16% заявило, что их и вовсе нужно изолировать от общества, и целых 5% высказалось о необходимости ликвидации гомосексуалов. В 2008 году губернатор Тамбовской области Олег Бетин заявил, что, цитата, «гомиков надо рвать и по ветру бросать их куски». Стоит ли говорить, что в возбуждении дела на основании разжигания ненависти к определенной социальной группе было отказано? Чего уж там, если и сами представители правоохранительных органов не стесняются высказывать свои мнения касательно меньшинств. О мнениях рядовых пользователей социальных сетей и новостных ресурсов можно и вовсе промолчать. Но что же так задевает этих людей в однополой любви, есть ли в ней и впрямь что-либо предосудительное? И что на этот счет говорят нам научные данные? Давайте разберемся. Гомофобию оправдывают рядом типичных утверждений. Пожалуй, самое распространенное из них – это гомосексуальность – это неестественно. А гомосексуализм, конечно, это ненормальный. Person who live not natural life. Гомосексуализм – это извращение. Да будет господам и дамам известно, в природе гомосексуальность – это совершенная норма. Простые примеры. Японские макаки, которые даже при обилии мотивированных самцов предпочитают самок, регулярно спариваясь с ними и получая оргазм. Часто они формируют такие устойчивые лесбийские пары, гомосексуальные отношения у которых не объясняются ничем, кроме как для удовольствия. Некоторые виды чаек, формирующие устойчивые женские пары в условиях нехватки самцов, которые растят потомство от одной из самок. Или темноспинный альбатрос, у которых вообще треть всех пар гомосексуальны. Карликовые шимпанзе или бонобо, регулярно занимающиеся сексом с особями своего же пола, что способствует социальной сплоченности. Или милые романтичные черные лебеди, в популяции которых 25% постоянных пар – это пары, состоящие из двух самцов. Лебединая любовь. В популяции серых гусей 15% самцов образуют однополые пары. Слоны, у которых почти половина всех сексуальных контактов – это гомосексуальные. Или животные из отряда парнокопытных – овцы, в популяции которых 8% самцов стабильно проявляет тягу исключительно к особям своего пола. Гомосексуальное поведение животных выявлено у 1500 видов, от слонов до мушек дрозофил. У последних, кстати, даже выявлен ген, прямо отвечающий за бисексуальность. Что-что, а природа знает толк в естественности. Человеческая культура тоже не отстает. Всю историю человеческого общества во многих цивилизациях и разных исторических эпохах гомосексуальность являлась неотъемлемой частью человека. Свидетельств сколько угодно. Древнегреческие амфоры, памятники литературы и живописи из Древнего Рима. Средиземноморские и южноиндийские народы, которые практикуют гомосексуальные связи как часть религиозного культа.
Многие традиционные, в том числе и нынешнее общество, не только допускают гомосексуальную связь, но это является обязательным, как часть обрядов инициации. Древние кельты с гомосексуальной ритуалистикой и военными культами, ориентированными на гомосексуальную близость. Или царь Вавилонский, который имел наложников мужчин. Вот здесь изображен Зевс со своим любовником, Ганимедом, которого, кстати, он вознес на Олимп, и это не единственный возлюбленный Зевса. По заявлению историка Жана Флори, именно за грех мужеложества Ричарду Львиное Сердце назначилось покаяние, причем дважды, в 1191 и 1195 году. То, что факты бисексуальности имели место у рыцарей того времени, в общем-то, у историков сомнений не вызывает. И невообразимая куча других примеров, чудом дошедших через гомофобные истерии до наших дней. Здесь нарушается основной закон природы, закон полового размножения. Представить себе, что влечение к противоположному полу отсутствует, а есть влечение к собственному полу, но это такой природный нонсенс. Нонсенс состоит как раз в том, что этот дядечка, позиционирующий себя как психотерапевт, ни черта не знает ни о психике, ни о биологии живых существ. Как мы убедились ранее, гомосексуальность в природе – повально распространенное явление. И тут у вас действительно может возникнуть вопрос, как гомосексуальность, имеющая генетический компонент, остается в течение эволюционного времени, если особи, связанные с этим признаком, потомства не оставляют. Тут стоит оговориться и пояснить, что, по-видимому, никакого единственного гена гомосексуальности просто не может существовать. Существуют определенные аллели генов, то есть разные варианты одного и того же гена, которые могут встречаться в популяции. И среди разных аллелей встречаются и те, наличие которых повышает вероятность развития гомосексуальных предпочтений. Аллелей, влияющих на сексуальную ориентацию, может быть больше сотни, и потребуется десятки лет на их раскрытие. Короче, главное здесь понять то, что фраза «ген гомосексуальности» очень плохо отражает суть. Существует немало теорий, объясняющих, почему в любой популяции раздельнополых животных гомосексуальные особи, несмотря на давление естественного отбора, остаются. Например, если некая аллель дает женщине репродуктивное преимущество, она оставляет больше потомства, но та же аллель при наличии ее у мужчины повышает тягу к лицам своего пола, то такая аллель все равно останется в популяции, ведь она дает репродуктивное преимущество женщинам. Исследования показывают, что женщины-родственницы гомосексуалов значительно более плодовиты, чем родственницы гетеросексуалов. Да и в целом, семьи гомосексуалов, как правило, крупнее, чем семьи гетеросексуалов. Есть и такое объяснение. Гены, повышающие тягу к лицам своего же пола, фигурально выражаясь в низкой концентрации, дают репродуктивное преимущество своим носителям. Так, согласно исследованиям, многие женщины находят типичные качества гомосексуальных мужчин, как, например, меньшая маскулинность и большая женственность в чертах лиц, более привлекательными для заведения отношений. Возможно, это связано с такими вещами, как лучшие способности к воспитанию детей и большее проявление эмпатии. Это подтверждается и тем, что в парах близнецов, где один брат гетеросексуален, а второй гомосексуал, брат-натурал имеет больше сексуальных контактов с женщинами, чем братья в парах просто гетеросексуальных близнецов. Или теория Пола Вассея, помощник в гнезде. Возможно, гомосексуальные особи компенсируют отсутствие собственных детей содействием репродуктивному успеху своих братьев и сестер. Вкратце, суть такой теории в том, что поведение особей обеспечивает преимущество генам, а не отдельным индивидуумам. Так, исследования мужчин-геев в Самоа, где они, кстати, не используют слова вроде «гей», а идентифицируют себя как третий пол и совершенно интегрированы в местную культуру, показало, что такие мужчины тратят больше времени и средств на своих племянников и племянниц в сравнении с гетеромужчинами. Возможно также, что гомосексуальное поведение в процессе эволюции человека приобрело адаптивную значимость, обеспечивая прочные союзы между мужчинами и напрямую повышая вероятность их выживания. Так что из вышеизложенного однозначно одно – гомосексуальность – общепринятая, широко распространенная норма, гомофобия – безусловное, противоестественное извращение. Ну а следующее утверждение в рейтинге оправданий гомофобии – гомосексуальность – Это, конечно, психопатология. Это болезнь. Всемирная организация здравоохранения не рассматривает гомосексуальность как болезнь.
Такого отклонения не значится в международной классификации болезней, начиная с 17 мая 1990 года, а международная классификация болезней – это главный международный документ, являющийся классификационной основой здравоохранения на всей Земле. Врачу лечить то, чего нет в МКБ, как минимум незаконно, равно как и игнорировать этот нормативный документ. Кстати, в той же МКБ отмечено 3 нормы сексуальной ориентации – гетеро, би и гомо. Они совершенно равнозначные. Более того, Американская ассоциация психологов еще с 1974 года призывала снять эту стигму с гомосексуальности. Исследования не обнаружили никакой взаимосвязи между сексуальной ориентацией и патологическими личностными и психическими изменениями. И на данный момент в научном сообществе достигнут однозначный консенсус насчет того, что гомосексуальность, наряду с гетеро- и бисексуальностью, это абсолютная норма, не имеющая к болезни никакого отношения. Научные исследования показывают, что сексуальная ориентация может варьировать в диапазоне от влечения исключительно к другому полу до влечения только к лицам собственного пола. Еще в 1948 и 1953 году Альфред Кинси опубликовал 2 свои монографии, которые просто взорвали пуританские стереотипы. Даже в целомудренно, религиозно-брезгливой, табуированной Америке 40-х и 50-х годов около 46% опрошенных мужчин хотя бы единожды испытывали влечение к лицам своего пола, и 37% имели хотя бы один гомосексуальный контакт. И если вам эти данные покажутся преувеличенными, то знайте, за все годы ожесточенной полемики, проверки и перепроверки его отчетов цифры практически не изменились. Кинси разработал шкалу, измеряющую сексуальную ориентацию от 0 до 6, где 0 – абсолютная гетеро, а 6 – исключительная гомосексуальность. И по данным Кинси, хоть 37% мужчин и имели гомосексуальный контакт, но лишь 4% из них были абсолютно гомосексуальны. По данным 2011 года, всего чуть более 8% американцев хоть раз в жизни занимались однополым сексом, но только 3,5% отнесли себя к ЛГБТ. Сексуальная ориентация и поведение – это не одно и то же. Не всякий, кто называет себя гетеро, спит исключительно с лицами противоположного пола, и наоборот, такова реальность. Это все к тому, что сексуальная ориентация и впрямь больше похожа на спектр, а не дискретное разделение. Мир выглядит черно-белым лишь в глазах гомофобов. В 20 веке у них имелось немало стремлений к излечению гомосексуалов. Пожалуй, самое радикальное и скандальное из них – это эксперимент Роберта Хита. В его статье 1972 года описывается, как 24-летнему мужчине-гею просверлили отверстие в черепе и вставили электроды в область мозга, связанную с чувством удовольствия. Этот человек известен как пациент B19. При просмотре гетеропорно стимуляция электродами доводила его до оргазма. Затем ему привели проститутку, с которой он согласился заняться сексом в обстановке, полной проводов, подключенных прямо к его мозгу. Подобные методы относятся к репаративной или конверсионной терапии, якобы способной изменить сексуальную ориентацию. И знаете что? Эта терапия полная херня, это псевдонаука. Сегодня все основные международные психиатрические организации выразили свою озабоченность по поводу методов лечения, которые якобы способствуют изменению сексуальной ориентации. Нет никаких научных исследований, которые бы показали, что такое изменение вообще осуществимо. При ответе на вопрос о возможности смены сексуальной ориентации Американская психиатрическая ассоциация ответила однозначным «нет». Множество гомосексуальных людей, выросших в религиозной, консервативной среде, по-настоящему страдают от предрассудков, направленных на их сексуальную ориентацию.
Они возлагали на меня руки и молились, чтобы изгнать дух гомосексуальности. Женщина, возглавлявшая эту группу, убеждена, что большинство гомосексуалов одержимы дьяволом, и что демоны гнездятся в определенных частях твоего тела, особенно если у тебя прежде был секс. По какой-то причине они появляются в заднем проходе или в других странных местах. Я не вполне уверен, как она хочет извлечь этих демонов из твоего ануса, но именно там они и живут. Поэтому она устраивала какие-то дикие упражнения. Исцеляющая молитва — это когда ты возвращаешься назад и заново переживаешь некоторые воспоминания, а затем привлекаешь Иисуса к ним, что всегда было несколько странно, потому что иногда это были ситуации сексуального плана, и когда ты начинаешь о них говорить, то получается нечто вроде «А, это же Иисус, о Боже, мне так жаль». Взращивание в религиозной среде приводит к тому, что эти люди сражаются сами против себя. И зачастую для них единственный выход из такой борьбы – суицид. 6 месяцами позже она повесилась на перекладине в своем чулане. Надеюсь, что мы сможем все наладить когда-нибудь, но это так и не случилось. Все эти предубеждения против геев и лесбиянок – это лишенные всякого здравого смысла мракобесные заблуждения. Заблуждения, лишающие гомосексуальных людей возможности принять себя. В то время как для человека принятие собственной сексуальной ориентации и ее интеграция в свою жизнь – это очень важный момент, способствующий благополучию и психическому здоровью. Но знаете, что самое забавное? Несмотря на то, что гомосексуальности нет в МКБ, несмотря на консенсус наиболее авторитетных психологических и психиатрических мировых научных организаций, несмотря на однозначную позицию научного сообщества в этом вопросе, в России 62,5% психиатров рассматривают этот вид ориентации как болезнь, и 3/4 из них видят в этом проявление аморального поведения, тем самым поддерживая возражения против защиты прав и использования завуалированных схем увольнения геев и лесбиянок из различных государственных учреждений. Гомосексуализм – это извращение. Спросите любого сексопатолога. Вот я клинический психолог, я вам могу это сказать, я хорошо знаю психиатрию. Это мадам, как психолог, только что нагло соврала. Знаете, у психологов есть что-то вроде своего этического кодекса, и там есть следующий пункт. Психологу запрещается представлять в результатах исследований намеренно искаженные первичные данные, заведомо ложную и некорректную информацию. Так что такие вот психолухи, равно как и упоминавшиеся выше 62,5% опрошенных психиатров, лишь дискредитируют российскую психологию и психиатрию, показывая, как все плохо. А меж тем, если с психологов и брать нечего, то психиатры – это врачи, они и клятву давали. Стигматизация ЛГБТ – это, кстати, не единственная проблема российской психиатрии. Работа психотерапевта в этом вопросе не должна заключаться в выпячивании собственной некомпетентности и заблуждений, а должна включать в себя помощь гомо- и бисексуальным людям в том, чтобы справиться с общественными предрассудками против гомосексуальности и принять ее в случае, если человек сам стал жертвой социальных предубеждений. Конечно, особо упорствующие гомофобы могут заявить, что Всемирная организация здоровья просто обманывает людей. Я думаю, что да, конечно. А почему вам кажется, она безусловно. это ссылаться на мировой заговор, безусловно, очень удобно, вот только бестолково. Гомомафии, как и доказательств от любителей конспирологии, я не встречал. А вот примеров того, что пропаганда гомофобии имела место в истории человечества и ведется заинтересованными людьми прямо сейчас, сколько угодно. Некоторые этим даже гордятся. Нацистская Германия с их представлениями о здоровом обществе и более 50 тысяч судебных процессов над своими же гомосексуальными гражданами. Советский Союз, где было осуждено более 25 тысяч мужчин, и где Максим Горький на первых полосах газет печатал следующие слова. Уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуализм, фашизм исчезнет».
Америка 50-х, где гомосексуалов преследовали точно так же, как и коммунистов, считая их не меньшими аморальными безбожниками, и где газетки публиковали шокирующие данные о том, что это коммунисты пропагандировали сексуальное извращение среди молодежи США с целью ослабить и морально разложить страну, препятствуя тем самым образованию традиционных семей. Ничего не напоминает? Да, меняется время, место, действующие лица, но не псевдоаргументация созданием образа такого вот народного врага. Несложно заметить ужасную политизированность этой темы, так что даже удивительно, что инициатива медиков, ученых и исследователей в лице наиболее авторитетных мировых организаций, посвященных здоровью человека, все-таки попала наверх. К слову о заговорах. В России, например, действует целый ряд консервативных организаций, продвигающих свои идеи по самым разным формам дискриминации сексуальных меньшинств в массы. Или хорошо знакомый вам закон о запрете пропаганды гомосексуализма, дополняющий закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вызвал неслабый всплеск гомофобной пропаганды. Принятие такого закона привело к многочисленным арестам протестующих, насилию и преступлениям на почве ненависти от всякой гопоты, которая использовала закон в качестве оправдания. Он криминализировал ЛГБТ-культуру, делая преступным проведение в присутствии несовершеннолетних публичной демонстрации в защиту прав гомосексуалов или простое высказывание, являющееся позицией нынешней сексологии о том, что однополые отношения равны гетеросексуальным. Мизулина, по всей видимости, считает себя более компетентным специалистом. Искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Именно поэтому хорошо всем знакомый Милонов, приведя детишек на соответствующее шествие, начал орать о том, что здесь нарушается закон. Дети видят эти флаги. Ты видишь там флаги? Видят. Это значит, их надо арестовать. Главное положение этого закона о запрете пропаганды состоит в том, что люди якобы сознательно выбирают свою сексуальную ориентацию, и якобы на это можно повлиять. Депутаты рассматривают гомосексуальность в качестве болезни, порока или извращения, и именно поэтому подростков нужно ограждать и заставлять скрывать их свои сексуальные предпочтения, что вдвойне чудовищно. Во-первых, сейчас накоплен гигантский массив данных о том, что ориентация человека зависит от его генов и условий эмбрионального развития. Сейчас это рассматривают как решающие факторы. Так, исследования однояйцевых близнецов достоверно демонстрируют, что идентичные близнецы намного чаще имеют одинаковую сексуальную ориентацию, как и родственники гомосексуалов, чаще также гомосексуальны. То, что у однояйцевых близнецов могут быть разные ориентации, говорит о влиянии факторов внутриутробного развития, которые могут быть различны даже для однояйцевых близнецов. Для иллюстрации этих факторов стоит привести такой вот пример. В Германии периода Второй мировой войны родилось геев больше, чем рождалось за такой же временной отрезок до или после войны. Это демонстрирует эффект, который показали исследования на мышках. Периоды повышенного стресса у матери приводят к тому, что ее сыновья в будущем будут испытывать больше интерес к самцам. Таково следствие влияния гормонов стресса на плод. Так и женские эмбрионы, которые подвергались воздействию высоких уровней тестостерона, с большей вероятностью проявят интерес к женщинам. При врожденной гиперплазии надпочечников плод подвергается воздействию высокого уровня андрогенов. И у таких женщин достоверно чаще развивается тяга к своему полу. Существует также интересная закономерность, выявленная у гомосексуальных мужчин. У них, как правило, есть старшие братья. С каждым старшим братом вероятность стать гомосексуалом увеличивается примерно на треть. Это так называемый эффект старших братьев. Связано это с тем, что с каждой беременностью мальчиком тело женщины дает иммунный ответ на белки, которые участвуют в формировании мужского мозга. Соответственно, антитела женщины влияют на плод, изменяя работу мужских половых гормонов. Это и многие другие факторы внутриутробного развития, безусловно, влияют на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность человека. И это просматривается уже на ранних стадиях развития мозга.
Если взять, например, исследования в Стокгольмском институте мозга, то они показали, что гомосексуальные мужчины и гетеросексуальные женщины имеют сходные характеристики мозга, равно как и гетеросексуальные мужчины и гомосексуальные женщины. Есть исследования, наглядно показывающие не только отличия в строении мозга гомо- и гетеросексуальных людей, но и их специфические реакции на сексуальные стимулы. И за всю историю человечества все попытки смены сексуальной ориентации, даже самые радикальные, как упоминалось ранее, не имели успеха. Работы, которые заявлялись как успешные и показывающие смену сексуальной ориентации, например, у религиозных фанатиков с высокой мотивацией, не только подверглись всесторонней критике, но и на поверку оказались лишь пустыми заявлениями. Позже он заявил, что лишь заходил в туалет бара. Безусловно, ему надо было зайти именно в тот переполненный гей-бар, где в ту ночь было шоу трансвеститов. Даже проповедник-консерватор Джерри Фаллоу не купился на это. А доля гомосексуалов даже в самых гомофобных обществах всегда остается примерно одинаковой. Научный консенсус состоит в том, что изменить сексуальную ориентацию человека невозможно. Вот вам и исследования так называемых офлайновых сетей у подростков, то есть корреляции между кругом общения, образом жизни, поведением, ну и так далее. Показывают, что подростки, которые очень восприимчивы к влиянию своего окружения по невообразимой куче показателей, внезапно оказались совершенно невосприимчивы к такому влиянию, когда дело касалось романтической привязанности к людям своего пола. И при наличии друзей гетеро, и при наличии друзей гомосексуалов о романтической привязанности говорило одинаковое количество людей. Точно так же и дети, воспитанные однополыми парами, не становятся чаще гомосексуалами по сравнению с детьми, воспитанными раздельнополыми родителями. Кроме того, заявление о том, что лесбиянки и геи худшие родители, чем гетеро, на проверку оказываются лишь гомофобной пропагандой. Исследования показывают, что люди, воспитанные геями или лесбиянками, не отличаются от таковых, выросших у гетеросексуальных родителей. Ни в своем развитии, ни в приспособляемости, ни в общем благосостоянии и сексуальной ориентации. Единственная проблема, с которой они могут столкнуться – гомофобия. Вы только задумайтесь, за все годы пропаганды гетеросексуальных отношений в масс-медиа гомосексуалы никуда не делись. Во-вторых, этот закон бьет по одной из самых уязвимых социальных групп – ЛГБТ-подросткам, которые значительно чаще страдают от депрессий и совершают самоубийство, именно из-за стигматизации окружения. Общество влияет на них, фактически оказывая давление, которое может привести к суициду, и это реальная проблема. Нетерпимость. Подобные законы лишь демонстрируют печальные следствия тотального непонимания законотворцами не только природы сексуальной ориентации, но и разросшейся опасности клерикализма. ЛГБТ-молодежи нужно помогать преодолевать трудности, связанные с дискриминацией гомофобным обществом. Подростков нужно просвещать о природе сексуальных предпочтений и гендерной идентичности, так, как это делают во всем цивилизованном, развитом мире, а не заставлять их затыкать рты, когда дело касается их собственной сексуальной ориентации. Наверняка вы слышали cool story о геях-педофилах. Эдакая уловка для очернения социальной группы, когда у тебя не осталось аргументов. Следующим витком будет педофилия. Растлили детей! Педофилы! 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 Это популярная ложь. А хотите правду? Пожалуйста. Исследование 267 случаев сексуального насилия над детьми показало, что 222 из них совершено гетеросексуальным преступником, который является близким родственником ребенка. Из 267 случаев только в 2 преступник был идентифицирован как гей или лесбиянка. Правда в том, что педофилов среди гомосексуалов не больше, чем в обществе в целом, и в том, что статистически большую опасность для ребенка представляют его родственники, а не целующиеся на улицах однополые пары. Девочка, хочешь вату?
Частенько люди, играющие такие пышные, всем кричащие свадьбы, говорят о том, что они не хотят видеть однополые пары на улицах, в кино, да и вообще во всех сферах жизни. Мол, мы потерпим, но только до тех пор, пока они сидят тихо. Ну, о подобных формах дискриминации лучше меня расскажет человек, которому приходилось с этим сталкиваться. Рина, расскажи о себе. Мое имя Рина. У меня простая жизнь, я работаю, учусь, у меня простые мечты и цели. Через лет 10-15 я хочу завести семью, но из-за того, что я хочу связать свою жизнь с девушкой, это для некоторых проблема. А когда у меня были друзья, мы общались довольно долго, и когда я открылась им, призналась, это был мой первый камин-аут, то я услышала в ответ то, что я просто не встретила своего принца, то, что я больная, то, что это все лечится, это болезнь, это что все лечится. Для меня камин-аут стал чем-то подобием очистки и друзей, то есть я не хочу видеть в своем ближайшем окружении людей, которые не принимают меня, которые считают меня извращенкой, которые думают, что меня можно вылечить, либо это просто мое временное увлечение. Я общаюсь с довольно большим количеством людей, и когда мне приходилось сталкиваться с какими-то гомофобными шуточками, то есть сначала я, конечно, не обращала на это внимания, но потом, когда заходили вопросы а когда ты выйдешь замуж, а у тебя есть парень? То есть приходилось скрывать, и это было очень некомфортно, то есть до выхода из шкафа я была не то что в шкафу, я была под плинтусом. Никаких, читала какие-то книги, смотрела какие-то сериалы, но это было все вкладка в режиме инкогнито, чтобы никто не заметил, это было слишком тяжело для меня. То есть когда человек доходит до того, что он хочет рассказать, то, конечно, он может рассказать, но если человек не хочет рассказывать, то я считаю, что не нужно никого заставлять и не нужно никого принуждать. Люди меняют мнение, и я думаю, что это самое главное — построить комфортную для себя среду вокруг себя, а потом уже надеяться на что-то большее. То есть у меня был просто публичный камин-аут, так его называют, это было интервью для сайта. Для меня это было просто какое-то желание заявить просто отстаньте от меня, все. После того, как я решила, что мне наплевать на общественное мнение, я начала постить в своих соцсетях то, что хотела, подписывалась на паблики, какие я хотела, СП ставила даже. И когда у меня узнали, когда один из моих работников увидел это все в соцсетях, то я слышала, что за моей спиной меня называли «это лесбиянка». Мне не могли сказать это в лицо, со мной не могли поговорить. Конечно, есть угрозы. То есть, конечно, писали какие-то комментарии в соцсетях, ВКонтакте. Писали, это было. После камин-аута тоже видели, люди писали. Фотографировали то ли смешную обувь, то ли смешные чьи-то брюки. И на заднем фоне попались две девушки, которые просто стояли в обнимку. И было слишком много комментариев ВКонтакте, там привалило за 1000, что как они посмели обниматься на людных местах, фотографию вырезали, значит, кто-то ее скачал, кто-то ее вырезал. Угрожали, мы их найдем, мы их исправим. Я с подругами шла по улице, они были парой, и мы просто шли мимо, и то есть там уже прощались, и получается, я просто всех их обняла, они обняли друг друга, и мы разошлись в 3 разные стороны, и мимо проходил мужчина и крикнул: я надеюсь, это были дружеские объятия, но это был день, и мы, конечно, посмеялись очень громко, и, это был день, это было не страшно. Но когда ты идешь одна, какое дело какому-то человеку, который проходит мимо, как я кого-то обнимаю? Очень часто люди, опять же, подвергающие дискриминации, то есть гомофобы, говорят, что это личное дело, спят друг с другом, пусть об этом молчат. Но они не видят стороны вопроса правовой, юридической. Простая форма брака, она играет куда большую роль, чем просто юридическое подкрепление. Это тоже завещание, да, супруги могут оставить те же показания в суде, супруги могут не свидетельствовать друг против друга. Знаешь ли ты еще какие-то примеры? Конечно, проблемы с посещением, например, в тех же больницах, в реанимации, то есть это, конечно, самое главное. Здесь больше на Европу и на Запад. Почему у них там идут шли такие ожесточенные бои за брачное равноправие, потому что у них там идут скидки на налоги, льготы на налоги, у них там идут возможности усыновления, удочерения собственных детей, то есть в паре, у них идут общие банковские счета. Тоже хотелось какой-то брак создать, то есть не выйти замуж и жениться. Но просто это даже смешно. Я даже не понимала, как кто-то сверху может диктовать условия, с кем мне жить. Я хочу в этой стране создать семью, если такое, конечно, получится. Потому что на данный момент я понимаю, что мне придется, скорее всего, уехать. ЛГБТ-сообщество именно в странах СНГ, оно очень закрытое. Это, возможно,
причина, потому что нас люди как бы не замечают. Я думаю, что об этом нужно говорить, чтобы что-то изменить. Ну конечно, как же обойтись без коверканья фактов и лжи, которой даже Геббельс позавидовал бы. Возьмем типичный пример гомофобной журналистской пропаганды. Все новости пишут о шокирующих данных исследования, где якобы принимало участие 3000 человек, чьи родители состояли в гомосексуальных отношениях. При ознакомлении с самим исследованием оказывается, что всего опрашивали 3000 человек, из которых 248 заявило о том, что у одного из их родителей была однополая романтическая связь. И в этот опрос вообще не включали детей, выросших в однополых парах. Ну и далее по тексту. То есть вы представляете себе масштаб и наглость той лжи, которую публикуют такие вот желтенькие новостные издания. Но знаете, что самое страшное? Подобные испражнения богатой журналистской фантазии People не только хавает, но еще и добавку просит. Кто подробнее интересуется ложью таких вот СМИ, ссылки в описании. Во-первых, и что? Во-вторых, это неправда. Статистические анализы показывают, что гомосексуалы имели примерно столько же сексуальных партнеров, сколько и гетеросексуалы того же возраста. Более того, исследования активности геев на различных сайтах знакомств показывают, что те очень мало интересуются гетеросексуалами. Так что заблуждение о том, что все геи хотят сделать всех гетеро-гомо, лишь сладкие мечты гомофобов. Вся эта мишура с некой порочностью гомосексуалов в общественном сознании – следствие обратной связи, поскольку большую часть прошлого века их тупо объявляли вне закона. Объявите энтомологов преступниками, и через пару лет коллекционеры бабочек будут вынуждены вести подпольную, часто опасную жизнь. Так, еще Эвелин Хукер при исследовании благополучных гомосексуалов обнаружила, что единственное отличие в их социальном поведении – это тяга к лицам своего пола. Ярлычки того времени – это следствие криминализации этой социальной группы. На самом деле распределение различных путей передачи ВИЧ-инфекции различно для разных регионов, но конкретно сейчас для большинства стран Западной Европы основной путь заражения ВИЧ – это гетеросексуальный контакт. В Восточной Европе это внутривенное употребление наркотиков, причем для восточного сектора в распространении инфекции характерно увеличение доли гетеросексуальных контактов. Правда здесь в том, что анальный секс, независимо от пола партнера, несет повышенный риск заражения ВИЧ, что говорит о необходимости правильного использования контрацепции. И правда в том, что в начале пандемии вот этот вот предрассудок о том, что ВИЧ – это болезнь геев, помешал осознанию обществом того, что это может стать глобальной проблемой. У вас выявлена ВИЧ-инфекция. Это вирус, вызывающий СПИД. Хотите сказать, что я педрила, типа как Рок Хадсон? Вы охренели, мать вашу? Я не из голубых уродцев. Так что гомофобия внесла свой вклад в развитие эпидемии. Но вот мы и подошли к главному аргументу, камню преткновения, козырному тузу и главной озабоченности гомофобов – анальному сексу. В жопу долбятся, пидоры! Фу! А вы угадайте, какой порнозапрос стабильно входит в тройку самых популярных запросов из России? Анал. Возможно, показушная гомофобия как раз и призвана скрыть этот неуемный интерес к человеческим анусам. Самое интересное, далеко не все геи занимаются анальным сексом, и далеко не все гетеро практикуют лишь вагинальный. Около четверти геев предпочитают взаимную мастурбацию и другие формы секса анальному.
А среди гетеропар, по данным 2010 года, около половины мужчин и 43% женщин хотя бы единожды принимали участие в актах анального секса. Но подобное лицемерие просто меркнет в сравнении с лицемерием, которое демонстрирует исследование, когда у двух групп гетеросексуальных мужчин, гомофобов и терпимых, тестировали сексуальное возбуждение методом плетизмографии полового члена, таким прибором для отслеживания изменений в кровоснабжении пениса, что позволяет объективно отследить эрекцию. Тестировали на гетеро- и гомо-стимулы, проще говоря, порно. Так вот, обе группы показали приблизительно одинаковую реакцию на порно с участием женщин, но на гей-порно выраженная эрекция наблюдалась только у гомофобов. Авторы отмечают, что гомофобия, по-видимому, связана с гомосексуальным возбуждением, что, кстати, объяснило бы широкий спектр явлений, от иррациональной ненависти, ведь, по идее, радоваться должны меньше конкурентов, до прослеживания связи между гомофобией в церкви и количеством скандалов на тему гомосексуальности в ней же. Так и стало бы понятнее, почему депутат Валерий Ильичев так часто думал о геях, что сочинил о них целый гомофобный стишок, зачитав его во время круглого стола в Симферополе. Надо сказать, это произведение встретили аплодисментами. Но не стоит винить в подобном лицемерии лишь самих гомофобов. Исследования выявили, что те часто вырастают в семьях, где отцы нетерпимы к гомосексуальности и где дети вынуждены скрывать свои влечения в угоду мнений отца, просто из страха. Так что гомофобы — это несчастные люди, их папка ругал. Папка с большой долей вероятности тоже испытывал сексуальные влечения к лицам своего пола, ну и его ругал его папка. Эдакий круговорот лицемерных гомофобов в природе. Так что, дорогие мои отрицающие собственную природу представители рода Homo, никто не виноват в том, что у вас встает на определенные стимулы. Вам было бы проще, признай вы свою природу. Правда, Виталий? Петух гамбургский, да пошел ты вон, заткни пасть, клюв свой. Если вы конченый, простите, законченный гомофоб, то будьте им до конца. Не смейте использовать продукты деятельности гомо- и бисексуальных людей, а талантливых среди них немало. Узнаете? Да, Чайковский. Выдающийся культурный деятель, письма и дневники которого, несмотря на антигейскую пропаганду, все-таки были опубликованы. Они однозначно говорят о его однополых сексуальных предпочтениях. Так что извините, российские законотворцы, но Чайковский, наряду с десятками других российских культурных икон, были геями. Не менее интересные сведения есть и о Гоголе. Ну, оно и понятно. Вы почитайте Тараса Бульбу. Сплошное поэтизирование мужского братства, дружбы и красоты мужского тела. Или возьмите Софию Парнок, поэтессу, чьи романтические отношения с Марией Цветаевой длились до 1916 года, и чьи стихи в 1928 году советская власть объявила вне закона. Не забудем и о мировых выдающихся личностях, таких как Алан Тьюринг, ученый, криптограф и математик, внесший невероятный вклад в развитие информатики, и о сексуальной ориентации которого из кинца с Кембербэтчем сейчас знают, наверное, все. Джон Мейнард Кейнс, пожалуй, самый известный британский экономист 20 века, идеи которого направили развитие экономики Европы, Америки, да и большей части остального мира, и ранние сексуальные отношения которого были исключительно с мужчинами. Сотни актеров, да и вообще, для того, чтобы перечислить все выдающиеся фигуры, не хватит и 3 таких видео. Огромное количество представителей ЛГБТ-сообщества внесло и вносит значительный вклад в сферы культуры и науки. За вашу жизнь вы так или иначе, но прикасались к продуктам творчества гомо- и бисексуальных людей. Так что бегом в церковь замаливать грехи.
Кстати, о церкви. Религиозные фундаменталисты, помимо поливания хула и закидывания яйцами, используют богословские доводы. Впрочем, адекватнее они от этого не становятся. Я намеренно не включал в это видео наиболее типичные религиозные аргументы. Ну, вроде «это греховно», «Содом и Гоморра», просто потому что эти мужчины, любящие темные платья и однополые сожительства, в общем-то, открыто заявляют, что им плевать на сексологию, антропологию и социологию. Им плевать на любые научные данные. Они ревностно оберегают свои предрассудки. И даже так типично по-христиански поздравляют всех верующих со смертью специалистов, занимавшихся вопросами сексуальной ориентации. С него именно в нашей стране началась пропаганда Содома и Гоморра. Сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. Все религиозные люди в нашей стране, и христиане, и мусульмане, и иудеи, они восприняли эту весть с чувством глубокого, но еще пока не полного удовлетворения. Так что, когда вам в следующий раз будут говорить что-нибудь о греховности, помните, у этих ребят нет совершенно никакой компетенции в этом вопросе, и они даже не стараются. Их мнение ничего не стоит. У них нет абсолютно никакого права лезть в личные жизни людей, и они смело могут пойти на 3 веселых буквы. Пропагандировать сексуальную ориентацию можно с тем же успехом, что цвет кожи или глаз. Вы, конечно, можете нацепить линзы, вот только пигмент вашей радужки от этого голубее не станет. Научной базы о том, что гомосексуальность – это сознательный выбор, который можно изменить, попросту не существует. Если вы гетеро, почему вы никогда не задумывались о том, что вас влечет к противоположному полу? Сексуальная ориентация – это врожденный признак индивида. И помимо сексуального поведения, гомосексуальные отношения включают в себя несексуальную связь между партнерами, общие цели и ценности, взаимную поддержку и преданность. Люди влюбляются друг в друга независимо от пола. Как гетеросексуальный человек испытал влечение к противоположному, точно так же и гомосексуальный к собственному. Это не является личным выбором. Это очень важно, потому что именно это ставит гомофобов на одном уровне с фашистами, расистами и носителями других идеологий, предполагающих дискриминацию и ущемление прав одной группы людей над другой по врожденным признакам. И в том числе это делает погибшего Михаила геем, а напавшего на него пидорасом. Это, а не чье-то личное мнение, извергнутое под новостью о смерти человека. Смерти из-за того, что он гей. Будь вы би, гетеро или гомосексуальны, это ваше личное дело. И если вы этого не понимаете, то это ваша личная проблема. Не надо свои проблемы и погрязшее в заблуждениях стереотипное и абсолютно иррациональное мировосприятие переносить на адекватных людей. Биология – штука не самая простая, как и другие естественные науки. Здесь важны доказательства, а не ваши имха. Вы можете думать что угодно, что Земля плоская, что гравитация – это вымысел, или что гомосексуальность – это ненормальное извращение. Но от этого ваше мнение не приобретет никакой силы. Это не вопрос идеологии, это вопрос компетенции. Научные данные, безусловные факты и отношения реального мира не всегда вписываются в рамки мировосприятия обывателей, но это означает, что проблема именно в рамках. Будьте критичны к своим убеждениям. Да, еще одна вещь, пожалуй, самая сложная для произнесения. Некоторые из вас уже в курсе. В общем, я завел второй канал, на котором веду просто свой блог. Вы можете скрасить время в ожидании видео на основном канале просмотром моего блога, ну вдруг вам будет интересно. Ссылка на блог, как и на все научные публикации, что я использовал для этого фильма, в описании под видео на YouTube. А вот теперь все.